Страна высоких гор, первое крестьянское государство, жителей которого разбросала судьба по всему миру. О многих достопримечательностях Каменца-Подольского и окрестностей смотрите в других видео на этом канале. А сегодня речь об армянах. Когда и почему пришли сюда, как они жили в Средневековье и как живут сейчас, какие памятники сохранились до наших дней. Первые армяне приглашены еще в Киевскую Русь как воины. Они получили привилей селиться на территории Киевской Руси еще от князя Изяслава. Галицкий князь Лев Данилович пригласил армян охранять восточные границы государства. Хорошо понимая тюркские и славянские языки, армяне часто выступали переводчиками и посредниками между купцами. А когда была разрушена их древняя столица Ани, 40 тысяч армян оказались в изгнании. Убегая от войн через Бессарабию и Крым, армянские ремесленники и купцы облюбовали город Надсмотрича. Первое воспоминание о Каменце на Подолье – это грамота армянская 1062 года, но позже ее поддали сомнениям. Город находился на перекрестке важнейших торговых путей и славился как неприступная крестьянская крепость. Армяне преуспевали в ремеслах и торговле, поэтому община быстро становилась многочисленной, а с конца XV века получила право на юридическую автономию. Армяне, которые занимались земледелием и скотоводством, поселились в окрестностях, в селах Малые и Великие Армяне, сегодня Малое и Великое Залесье. Колонии армян проживали также в Жванце, Студенице, Баре, Могилеве-Подольском. Чтобы познакомиться с армянским кварталом в Каменце-Подольском, лучше всего припарковаться на площади Армянский рынок. На месте пожарной части раньше находился дом каменецкого коменданта, а где-то рядом ратуша армянского магистрата. На полуразрушенных фундаментах и подвальных помещениях сейчас отстраивают потерянное здание. На углу находится бывший дом армянского епископа, где на первом этаже проживало духовенство, а второй этаж сдавался в аренду армянским купцам. Сейчас здесь археологический музей. Пройдя узкой улочкой, вы увидите армянскую колокольню, которая за 500 лет сохранилась почти в первозданном виде, как оборонительная башня. Внутри первого яруса отреставрированы фрески 17-18 века. Иногда здесь проходят богослужения. Рядом находился кафедральный храм святого Николая 15-18 веков в готическом стиле, разрушенный атеистами в 1930-е годы. В конце XIV века армянские купцы привезли в Каменец-Подольский чудотворную икону армянской Богородицы X века на кипарисовой доске типа Адигитри. Советские власти вывезли икону, о ее местонахождении есть несколько версий. Во время реставрации в армянской колокольне было найдено множество предметов, которые верующие жертвовали Матери Божьей в знак благодарения. Лучшие изделия были вывезены, а другие вместе с копией иконы армянской Богоматери находятся в часовне кафедрального костела Петра и Павла. Рядом остатки армянских торговых складов XVI века. А чуть дальше церковь Николая Чудотворца конца XIV века, известная еще под названием Благовещенской. В колокольне глаза Иисуса постоянно смотрят на вас. На фасаде церкви находится самый старый хачкарь, а внутри толстейшие каменные стены.
современные фрески, иконостас и намоленные иконы святого Николая и Армянской Богородицы. В армянском квартале сохранились самые узкие улочки, старые каменные жилые дома и брусчатки. Также армяне выступали жертводателями. Слева от галереи искусств можно увидеть дом русского магистрата, подаренный общине русичей после сильного пожара. По улице Госпитальная, 3 работала больница для бедных. Купец Нарзес хотел проложить водопровод. Интересную историю хранит армянский колодец возле ратуши. А по пути в старую крепость армянские бастионы напоминают о вкладе армянского народа в фортификационное развитие города Цветка на камне. Прошел бурный 20 век. Армяне постепенно ассимилировались, множество их антиквариата исчезло. Сейчас небольшая община из 33 семей редко собирается на молитву и праздники у армянской колокольни. Один священник служит на 3 области. Частично отреставрирована колокольня, поставлен памятник Голокосту армян в 1915 году. В планах возродить разрушенную армянскую святыню святого Николая. Если вам понравилась прогулка армянским кварталом, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч! Lord.